Дорогие друзья, я вас приветствую, вы на канале Твой Мир, с вами Наталья. Прежде всего я вам выражаю огромнейшую благодарность, желаю вам в 1000 раз больше всего того, чего желаете вы мне, и очень вас люблю и ценю, что вы у меня есть. Дорогие друзья, давайте сегодня посмотрим с вами знак зодиака Стрелец на предстоящую неделю, что ожидает Стрельца с 6 числа по 12 февраля 2023 года. Стрельцы, милые, настраивайтесь, а мы будем начинать. Первой картой посмотрим общие характеристики недели, что вам несет эта неделя. А вы знаете, Стрельцы, здесь у вас такая некая печалька. И не то, что даже печалька, понимаете, а на вас... Хочется сказать, столько всего свалится, что вы прям не будете знать, что с этим делать, понимаете? Или все-таки такой момент, что вы будете понимать, что вы боролись как-то всю свою, не то что сознательную жизнь, да, какой-то промежуток времени за какие-то идеалы, за какие-то цели, а по итогу это вас не радует, это не то, что вы хотели. Давайте разбираться, что же это будет. Понедельник для вас. В понедельник вы себя чувствуете совершенно не в позитиве, скажем так, энергия на ноле, не хочется никуда идти, хочется лежать, хочется отдыхать. Возможно, кто-то после болезни, такое тоже может быть, когда нету сил, или когда человек очень долго работал, да, долго трудился, и вот здесь совершенно нет энергии на движение вперед. Здесь я вижу только тот момент, что вы, Стрельцы, знаете, как-то все боретесь за лучшую жизнь для себя. И, мне кажется, просто даже не рассчитывайте свои силы на этот момент. Давайте посмотрим вторник, что вам несет. Вторник у вас идет борьба, вы боретесь. За что вы боретесь, дорогие Стрельцы? Давайте разбираться. Вы боретесь за то, чтобы ваша жизнь была гармоничной и комфортной. Вот только про понедельник сказала, да, и во вторник нам это подтверждается. У вас есть разочарование какое-то на сегодня, вас смущает вот эта остановка, что нет движения, нет того результата, которого вы хотите, и вы как-то впадаете в какое-то отстранение, в какое-то уныние, вас ничего не радует. Но при всем том, здесь выходит карта справедливости, которая говорит о том, что для вас это своего рода проверка на прочность. Давайте посмотрим среда, что для вас идет. Среда, дорогие Стрельцы, для вас. Среда для вас знаменуется картой Королева Пентаклей. Кто для вас этот человек? Во-первых, это организованность прежде всего, да. То есть вы должны завершить какие-то начатые дела, потому что здесь такая энергия идет, что у вас, Стрельцы, дел очень много, но все как-то не закрыты, понимаете? Ваша энергия рассредоточена. И здесь как раз-таки надо навести вот этот порядок, закончить незаконченные дела, да, и дальше смело идти вперед. Королева Пентаклей для вас в среду, это может быть человек даже каких-то правоохранительных органов. Это может быть человек очень значимый для вас, с которым будет очень быстро решаться вопрос по поводу, то ли вы должны что-то отдать, то ли вам что-то должны отдать, возможно, какие-то выплаты, возможно, вы должны какой-то платеж совершить. Вот в среду для вас такая информация. Давайте посмотрим, что для вас несет четверг. Четверг, здесь идет король кубков. Это первое, что вам нужно контролировать свои эмоции и быть под контролем. Вам грядет какая-то ссора, какой-то скандал, разочарование. И здесь король кубков говорит о том, что держите свои эмоции под контролем. Не проявляйте вот эту свою обидчивость, ранимость, потому что вы упустите некую возможность в дальнейшем, да, благоприятно, плодотворно закрыть какой-то вопрос. Стрельцы, не знаю, что за вопрос у вас висит, но вот такая рекомендация. Давайте посмотрим дальше. Пятница, что вам несет? Дорогие Стрельцы, пятница. В пятницу вы себя будете чувствовать на коне и победителем. То есть все-таки вот здесь я предполагаю, что в четверг вот в этом каком-то скандале, ссоре, да, разочаровании вы сдержите свои эмоции, и в пятницу вы себе скажете спасибо. Здесь в пятницу многие захотят просто пойти отдохнуть,
да, провести весело время, как-то развлечься, отвлечься. Для многих еще здесь проиграется, кто люди творческие, да, возможно, кто-то там вливается в какой-то творческий коллектив, то здесь вас обязательно примут и вы одержите победу. То есть вот такие вот для вас такая идет пятница. Давайте посмотрим, что для вас знаменует суббота. Что у вас в субботу? У субботу многих здесь либо какое-то новое начинание, либо дети. И здесь, знаете, такой момент, как будто вы, ну, недовольны, да, чем-то здесь вы как-то не хотите, вас расстраивает. Возможно, ваши дети вас опечалят, возможно, вас опечалят какие-то известия вот эти, о планах на вот это новое начинание, да. Но здесь, смотрите, как-то это будет связано с вашим пятничным времяпровождением. То есть здесь вот как-то вытекает из пятницы в субботу вот этот момент. Давайте посмотрим, что вас ожидает в воскресенье. Воскресенье для вас. А в воскресенье, вы знаете, как будто вы должны будете нести ответ за всю содеянную неделю, что вы делали не так. И здесь, понимаете, такой момент, что вы очень много чего поймете. Вы поймете, во-первых, что все, что происходит с вами, все по справедливости. Для многих здесь вернется какой-то человек из прошлого или какая-то ситуация из прошлого, которая не завершена, да, и эта ситуация потребует возобновления. Если это придет человек из прошлого, то все-таки этот человек захочет какого-то движения вперед. То есть как-то вот, может быть, с этим человеком вы и будете вести какие-то переговоры, разговоры по поводу нового начинания. Давайте посмотрим, что вам дают карты на совет. А на совет у вас карта «Поступай по справедливости». Помни за то, что за любое содеянное действие ты несешь ответственность. Дорогие стрельцы, пожалуйста, поступайте по справедливости, дабы потом не плакать, что что-то не так. Хорошо, давайте посмотрим личные отношения для вас. Личные отношения для вас. Для многих здесь отношения, знаете, такие, даже я бы сказала, какие-то закрытые. То есть они не для всех, вы как-то не афишируете даже эти личные свои отношения, да. Здесь как-то идет такая информация, что кто-то встречается с человеком из прошлого, да. Кто-то, и человек этот, ну, он как то ли хитрил, то ли предал вас, да, в ближайшем прошлом. И вот с этим человеком как-то, возможно, вы тайно встречаетесь. Но как-то вот такой момент, как будто это не афишируется. Вот такая информация идет. Это в личных отношениях на предстоящую неделю, что будет происходить. И еще может быть такая вероятность, что если касательно какого-то направления, да, какого-то вот повышения, возможно, перехода на другой уровень, то здесь как раз-таки может вам помочь человек из вашего прошлого, с которым, ну, где-то мне такое чувство, что это вы поступили с ним несправедливо, и вот с этим человеком вы можете все-таки войти вот в этот новый круг, да, поднять, скажем так, и свою самооценку, и свои финансы, и свои материальные блага. То есть вам вот этот человек в личных отношениях может помочь. Хотя здесь нет, все-таки человек из прошлого, с которым тайные отношения, потому что я уже больше стала за работу говорить, а мы уже смотрим все-таки личное. А теперь мы будем смотреть работу. Что у вас в работе? Дорогие стрельцы, в работе вы знаете, как будто вы от всех закрываетесь, идете, работаете в одиночку, не хотите ни с кем там чего-то обсуждать. Хотя настроение у вас такое, ну, знаете, настроение прекрасное. И здесь, вы знаете, вы ощутите какие-то новые чувства, да, как будто сыграет интуиция. И вы в работе все-таки дойдете до уровня автоматизма. То есть вы настолько наладите
все процессы работы, да, вот я говорила в начале, что вам надо подтянуть какие-то свои хвосты, и вот здесь как будто, когда вы уединитесь, да, или просто начнете приводить свои мысли в порядок, здесь вы поймаете какой-то такой инсайт, как это сделать, и вас, конечно, этому обрадует, безусловно. Давайте посмотрим, что вас порадует, дорогие стрельцы, чуть не сказала скорпионы. Дорогие стрельцы, давайте посмотрим, что вас порадует на данной неделе. Дорогие стрельцы, на данной неделе вас все-таки порадует то, что вы внутренне сможете сдержать свои эмоции в каких-то там конфликтных ситуациях. Да, вы сможете уйти от конфликта, и вас это, безусловно, порадует. И здесь, знаете, как будто вас сама судьба отведет от этого конфликта. А причем конфликт уже очень долго назревал, да, он как-то очень-очень долго зрел. Но здесь как-то больше идет как с семейной парой, да, не семейной парой, а вот с женой, если мужчины смотрят, либо мама для девочек, такое тоже может быть, либо это просто очень значимый для вас человек, и вот как-то этот конфликт, вы сможете от него уйти, вас это, безусловно, порадует. Дорогие стрельцы, давайте я все-таки вернусь и посмотрю, вот не дает мне покоя вот этот человек из прошлого. Да, это все-таки человек из прошлого, я правильно сказала изначально, который вам нанес некое разочарование, и вы были в печальке, вы сидели, грустили, потому что для вас что-то остановилось. Вот эти вот отношения у вас как-то возобновятся на данной неделе. Хорошо, давайте смотреть для вас финансы. Что вас ожидает по финансам на предстоящей неделе? По финансам. По финансам, вы знаете, вы как-то будете простраивать свои планы именно в финансовом отношении. Я бы сказала так, составлять бизнес-план на мало того, что ближайшее будущее, но здесь вы как будто затрагиваете и на несколько лет вперед. Вот такая идет для вас информация, то ли вы распределяете, то ли вы планируете, как вы будете зарабатывать. И здесь, понимаете, идет еще комментарием карта колесо фортуны, что вы правильно сейчас делаете, потому что все вот эти перемены, которые с вами сегодня происходят, дорогие стрельцы, да, вас это ведет в ваше новое начало, в вашу лучшую жизнь. И сейчас очень правильное время для того, чтобы записать и расписать, как вы планируете получать деньги, либо тратить деньги. Все, что касательно финансов, вы берете на контроль, это очень хорошо. Давайте посмотрим, что вас может неприятно удивить. Неприятно удивить вас может новый какой-то человек. Вы знаете, вы кому-то дадите отказ именно по финансам, либо, вот знаете, как в помощи в какой-то откажете совершенно, ну скажем так, не то что незнакомому человеку, возможно, даже и незнакомому, либо мало знакомому для вас, либо даже кто-то откажет своему ребенку вот именно финансово, да, и здесь вас это как-то может неприятно удивить. Я не знаю, по какой причине вы поступаете вот так, но почему-то это выходит в позиции, что вас это неприятно удивит. Вы знаете, вы здесь поступаете так, потому что вы хотите преподнести кому-то урок. Давайте посмотрим, на что вам стоит обратить внимание. На что вам стоит обратить внимание. Дорогие стрельцы, здесь выходит у меня такая информация, что вам нужно обратить внимание на то, что, ну, первое, если вы семейный человек и вы мужчина, то для вас удача, ваше дальнейшее продвижение вообще ваше в жизни очень сильно зависит от вашей жены. Это первое. Второе, если вы там... девушки, допустим, смотрят, то здесь такая информация о том, что момент, которого вот какого-то ожидания вы ждете, да, и не происходит как-то решение вопроса, то здесь на решение этого вопроса очень сильно влияет какая-то женщина.
Возможно, это ваша мама, возможно, это просто значимый какой-то для вас человек, знаете, вот с которым на данный момент есть какая-то пауза в отношениях, и вот этот человек очень сильно влияет на решение вопроса. И если вы вообще не в отношениях ни с кем, то здесь вам нужно обратить внимание на то, что вы, знаете как, не то что ждете очень много от судьбы, а вы, конечно, можете ждать подарков от судьбы и помощи там, от близких родственников, но здесь вам рекомендация брать все в свои руки и делать самому. Вы можете, у вас достаточно сил, энергии, и еще для вас, если кто-то какие-то финансовые вопросы решает, здесь для вас большой финансовый потенциал. Поэтому вот такой расклад у меня получился для вас, стрельцы. Стрельцы дорогие, желаю вам успехов, побед, желаю вам везения. Пусть у вас все сложится самым благоприятным образом. Напишите, пожалуйста, комментарий, очень интересно знать, как проигрывается расклад. Дорогие стрельцы, цените, берегите своих близких, себя, будьте счастливы. До новых видео. Ваша Наталья.